приветствовать вас на финальных показах программы «Lark Любимовка». Это лаборатория, которая происходит уже третий раз в Москве и в первый раз будет в Петербурге. Это проходит уже больше 5 лет. Мы 2 раза возили наших драматургов в Нью-Йорк. Вот третий раз привезли американских драматургов в 2 столицы. Пора! Ларк плюс Любимовка – это живое рукопожатие 2 театральных сообществ, которые живут и работают абсолютно на некоммерческих основах, на энтузиазме, на любви к театру. It's really fascinating to be in a culture that thinks about theatre differently, and I think that's immensely beneficial to artists always. When we sit down together, when we eat together, when we have time to talk about the play, but also about other concerns. Это просто тебя образовывает и дает тебе понять и больше чуть увидеть широты, а не только в своем мирке существовать. It's so much fun to see how someone can take this thing that you wrote for completely other people and make it a part of their world, and I get a window into other people's worlds through the play as well. Здорово, когда, например, приезжаешь в Америку и понимаешь, что ты можешь посмотреть русский театр и русский современный театр, что очень важно. А приезжаешь в Россию, вот, пожалуйста, вам американский автор привез. Ну, круто же, когда есть такие, масштабные, интересные вещи. Давайте, ребят! Ты теперь одна из нас! 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 Все началось еще задолго до меня, скажем так. Это началось году в 99-м, когда впервые Елена Ковальская и Елена Гремина вошли в контакт с Ларком и с Джоном и стали делать вот эти первые пробные поездки наших драматургов в Нью-Йорк и американцев сюда. И это продолжалось еще в течение всех, скажем так, нулевых годов. И однажды я был участником этого процесса изнутри. То есть, когда сюда приехали американские драматурги, я выступал в качестве автора адаптации, переводчика. Вот внутри этот процесс проходил. А потом, через некоторое время, новая команда Любимовки, в том числе я, стали руководить фестивалем. И Джон и Ларк снова обратились к нам, спросили, хотите ли вы делать такую программу? We got on a Skype conversation maybe about 6 or 7 years ago, and I said, I don't want to do this unless we're going to spend the next 10 years doing it, because it's not so helpful to have an exchange program for 1 year. You know, you get to travel someplace and eat some food in a different country, but when you get home, there's no connection. В итоге мы начали в 2014 году, и вот пока что сколько, 5 лет держимся, даже 6. Любовь зарядила дожди! Пистолеты, любовь зарядила холодное лето, не жалко летит твое лето, шутёк, зажигалки, дожди, пистолеты, любовь зарядила дожди, пистолеты. У Бенджи все готово. Он вытаскивает кассету из плеера и кладет ее в свернутой записке. Щелчок! Зажигалки, дожди, пистолеты, любовь, зарядил, дожди. Бенджи целует записку, успокаивается. I've come with 3 writers. Dipika Guha is a writer who was on a fellowship for 2 years at the Lark, that wrote a bunch of plays in my organization, and now for the last couple of years she's been writing a lot of television in Hollywood. Eric John Meyer is a wonderful writer who was selected from over 1,000 playwrights for a contest that we have. Ray Pamatmat is an interesting writer who's been on several fellowships at the Lark. He also is writing for television. He teaches playwriting in the United States as well. And he was going to come with us in the very first round, and some circumstances came up that didn't allow him to do it. So he's very excited because we brought the same play again that he was going to bring the first time about 6 years ago.
Самая любимая шутка была только «Don't tell Ray». I've actually done another cultural exchange. So this same play and a second of my plays were translated into Spanish in Mexico. And I think that, you know, what I love most about it is you really do learn that, you know, even though the cultures are completely different, there are things that everybody connects to. What I'm learning is that when things are sticking in Russian or when they're not quite working in Russian, they're often not quite working in my English translation either. So it's making me reflect on the English play, and I'm finding I'm making different decisions and I'm changing a play which I thought was pretty solid. Most important to both organizations is that they want to forge relationships between artists that are larger than just the translation, and that are bigger than just the projects we're doing. And of course, it's great that now we have these plays translated and they can be circulated, you know, reach larger audiences, both in America and in Russia. Хочу ли я быть их мачехой? Минус – падчерица с ружьем. Плюс – пацаны хорошо выглядят в трусах. Механика следующая. К началу процесса у нас есть 3 первых черновых перевода пьес. Практически это подсрочники. А потом мы запираем в комнате американского автора, нашего драматурга, нашего переводчика, иногда это один и тот же человек, режиссера и актеров. И вместе они проходят страницу за страницей. Самый прикол лаборатории — это в том, как мы устанавливаем коммуникации между друг другом, и даже люди, с которыми мы как бы привычны о работе, как бы в рамках этой лаборатории мы устанавливаем совершенно другие какие-то связи. Вот, я не нашел еще какое-то определение трансформации языка, его перетекания с одного на другое, это какая-то магия, какая-то мистика. Мы пытаемся понять при адаптации, работают ли все фразы, работают ли шутки. Было очень интересно, как мы подбираем каждое слово, вот прям вот мы могли часы тратить, чтобы именно это слово найти, потому что оно подходит. Скайп с Джоном. Ну да. А разговаривать по скайпу нет? Уже. Так-то лучше звучит, да. Ну или разговаривать. Прав. Обожаю русский язык. You are fine. Мы участвовали как авторы уже, тоже мы советовали какие-то вещи, мы опробовали, обкатывали их, пробовали. Нет, это плохо звучит, и мы говорили. И вот эта работа, она невероятная, конечно. Я в восторге. Ты же белый, мать твою! У нас обычно в театрах ставятся мертвые тексты. Я имею в виду, что автор умер, и все мы пытаемся как бы понять, что он написал. Это замечательно, это прекрасно, но когда есть такие драматурги современные, у которых можно спросить, посоветоваться и понять, о чем они нам хотели сказать, такой живой текст получается. So it was really wonderful to be able to watch teams sort of circle around and embrace the playwright where they are, meet them where they are, as opposed to trying to impose anything on them. So watching them really work through the play based on where the play was or where the playwright was with the play, as opposed to accepting as though it's like a finished product and trying to approach it as a production. Это очень большой личностный рост и творческий толчок для всех участников программы. Когда ты видишь, как при тебе твою пьесу переводят, ты начинаешь чувствовать, какой там внутренний механизм, как там все это устроено, что работает в другой культуре и что не работает в другой культуре. Она его подстрелила. Ну, это да, это надо прям на юмор такой. То есть это надо... Нервный смех еще что-то. Ну да, нервный такой. Мы знакомим людей друг с другом, потому что сами вот эти связи в творческом мире очень важны. Мы популяризуем нашу драматургию за границей, мы обогащаем
наш театр новыми интересными пьесами в хорошем переводе, потому что этот перевод не просто кабинетный, а его прошли на ногах режиссеры, актеры, драматурги. If we're lucky, the plays go to the theater and get produced, but the most important thing is that artists from all of these different cultures are actually talking about the world we live in.